Я стою перед зеркалом в прихожей и в третий раз поправляю воротник своего нового пальто. Оно идеальное, цвета верблюжьей шерсти, строгое, но с характером. Я купила его неделю назад с первой премией на новой должности. Тогда в магазине я чувствовала себя победительницей. Я смотрела на свое отражение и видела взрослую, успешную девушку, которой 25 лет и перед которой открыт весь мир. Но сейчас, за 10 минут до выхода из дома, это ощущение тает, как грязный снег весной. Я смотрю в зеркало, но вижу себя не своими глазами. Я вижу себя глазами Лены. «Бежевый тебя полнит», — звучит у меня в голове ее голос. «И с твоим подтоном кожи ты выглядишь как моль. Тебе нужны яркие цвета, чтобы хоть как-то выделяться». Я мотаю головой, отгоняя наваждение. Лены здесь нет. Она ждет меня в кофейне на Моросейке. Мы не виделись 3 недели. Рекордный срок для нас. Раньше мы не могли прожить и 2 дней без звонка. Но в последнее время каждый наш разговор оставляет странное послевкусие. Будто я съела что-то несвежее, хотя меню было изысканным. Я беру сумку. Руки слегка дрожат. Это смешно и жалко одновременно. Я — руководитель отдела маркетинга, человек, который вчера спокойно провел презентацию перед советом директоров из 12 суровых мужчин, боюсь встречи с лучшей подругой. Хотя, лучшей ли? Мы знакомы 20 лет. 20 лет из 25. Мы вместе лепили куличики в песочнице, вместе прятались за гаражами, чтобы выкурить первую сигарету, вместе рыдали над первыми разрывами. Лена — это мой архив, мой внешний жесткий диск. Она помнит меня ту, с брекетами и дурацкой челкой. Она знает, почему я боюсь темноты и какой шрам у меня на левом колене. Именно это держит меня. Ловушка памяти. Мне кажется, что прервать эту связь все равно, что сжечь фотоальбом с детскими снимками. Это кажется предательством. Ведь она была рядом, когда от меня ушел тот самый, единственный на 2-м курсе. Она приезжала в 3 ночи с бутылкой вина и слушала мои истерики до рассвета. «Но я же говорила, что он козел», — повторяла она тогда, гладя меня по голове. «Ты для него слишком простая, наивная. Тебе нужен кто-то попроще, кто будет ценить твою домашность». Тогда эти слова казались бальзамом. Сейчас, прокручивая их в голове, я слышу в них скрытый яд. Слишком простая. Домашность. Она утешала меня, но в этом утешении она возвышалась. В моих поражениях она чувствовала себя королевой. Она была сильной подругой рядом со слабой мной. Эта роль ей нравилась. Но полгода назад сценарий сломался. Я похудела на 8 килограммов, сменила гардероб и получила повышение, о котором мечтала. Я начала расцветать. И чем ярче я становилась, тем мрачнее становилась Лена. Я выхожу из подъезда. Осенний воздух холодный и прозрачный, но мне не дышится полной грудью. В груди стоит привычный ком, смесь вины и желания оправдываться. Я ловлю такси и всю дорогу репетирую наш диалог. Почему я чувствую вину? За что? За то, что у меня все хорошо? Вспоминается наша последняя встреча. Я тогда только-только переехала в новую квартиру. Арендовала студию в центре, светлую, с огромными окнами. Я была так горда, так хотела поделиться радостью. Лена пришла на новоселье. Она прошла по комнате, не снимая обуви, огляделась и усмехнулась. «Миленько», — сказала она, проводя пальцем по столешнице. «Но район, конечно, шумный. Тут одни туристы и алкаши. И окна эти. Мыть замучаешься. А с твоей работой у тебя на это времени не будет. Будешь жить в грязи, как обычно». Она засмеялась, увидев, как вытянулось мое лицо, и тут же добавила свою коронную фразу. «Ой, да я же любя! У тебя совсем нет чувства юмора, дорогая. Кто тебе еще правду скажет, кроме меня? Все остальные будут льстить, а я забочусь». Забота.
Это слово в ее исполнении звучит как лязг тюремной решетки. Такси останавливается у кофейни. Я вижу ее через витрину. Она сидит за нашим любимым столиком у окна, листает ленту в телефоне. Она красивая. Всегда была красивой, яркой, броской. Раньше я чувствовала себя ее бледной тенью. Теперь я знаю, что моя красота другая, но она есть. Однако рядом с ней я снова начинаю сутулиться. Это рефлекс, выработанный годами. Я замираю перед дверью. Может развернуться? Написать, что заболела? Что вызвали на работу? Нет, хватит. Внутренний голос, тот самый, что проснулся во мне недавно, тихо, но твердо говорит: «Ты не обязана это терпеть. Ты выросла, а она нет. Это не преступление». Но тут же вступает второй голос, жалобный, детский. «Но это же Ленка! Мы же бандитки с 1 класса! Помнишь, как она отдала тебе свою котлету в столовой, когда ты потеряла талоны? Разве можно перечеркнуть 20 лет из-за пары неудачных шуток? У нее просто сложный период. Она рассталась с парнем, ее не ценят на работе. Ты должна быть мудрее. Ты должна потерпеть». Я делаю глубокий вдох. Воздух пахнет жареными кофейными зернами и выхлопными газами. Это запах города, в котором я добилась успеха. Моего города. Я вспоминаю, как неделю назад она поздравила меня с днем рождения. Ни звонком, ни личной встречей утром, а голосовым сообщением в середине дня, между делом. «Сднюхай, старушка! Четверть века — это серьезно! Смотрю твои сторис, ты прям бизнес-леди стала, важная такая. Смотри, не зазнайся там, а то падать больно будет. Желаю тебе найти, наконец, мужика нормального, а то карьера в постели не согреет. Люблю, целую». Я тогда проплакала полвечера. Не от радости. От ощущения, что меня вывалили в грязи, присыпав сверху конфетти. Она ударила по самому больному, по моему страху одиночества, по моему страху, что успех хрупок. Она знала, куда бить. Она всегда знает. Я толкаю тяжелую дверь кофейни. Колокольчик над входом дзинькает, возвещая начало конца. Лена поднимает голову. На ее лице на секунду мелькает оценивающее выражение. Она сканирует меня с ног до головы, отмечая новое пальто, укладку, свежий цвет лица. Я вижу, как в ее глазах вспыхивает искра раздражения, которую она тут же гасит привычной маской снисходительности. «О, явилась, не запылилась», — громко говорит она, привлекая внимание соседних столиков. «Я уж думала, ты там контракт века подписываешь и про простых смертных забыла». Она не встает, чтобы обнять меня. Она сидит, откинувшись на спинку дивана, как королева, ожидающая аудиенции. «Привет, Лен!» Я стараюсь улыбаться искренне, но улыбка выходит натянутой. «Прости, пробки, пятница, вечер». «Да ладно, я привыкла, что ты теперь у нас занятая», — она машет рукой. «Садись давай. Я уже заказала тебе капучино. Без сахара, как ты любишь, когда худеешь. Хотя, честно говоря, тебе уже хватит худеть, а то скоро нос будет больше лица». Вот оно. Первый укол. Прошло меньше минуты. «Спасибо». Я сажусь напротив, вешаю пальто на спинку стула. Мне нравится мой вес. Я чувствую себя здоровой. Лена фыркает, закатывая глаза. «Ой, началось. ЗОЖ, фитнес, я в потоке. Ты становишься скучной, ты в курсе? Раньше с тобой можно было навернуть пиццу в 2 ночи и поржать, а теперь ты как сушеная вобла. Ну правда, Ань, я же любя говорю. Мужики на кости не бросаются». «Я же любя». Фраза-маркер. Я чувствую, как внутри начинает закипать глухое раздражение. Но я гашу его. Пока гашу. «У меня все хорошо с личной жизнью, Лен», — спокойно отвечаю я, делая глоток кофе. Он чуть остыл и горчит. «Да?» — ее брови взлетают вверх. «Это ты про того айтишника, про которого рассказывала?» «Ну-ну.
Смотри, эти тихие самые опасные. Поматросит и бросит, как только найдет кого-то помоложе и поглупее. Ты для него слишком умная теперь, наверное. Давишь интеллектом. Она смеется, довольная своей шуткой. Я смотрю на нее и вдруг замечаю то, чего раньше не видела или не хотела видеть. Морщинку зависти между бровей, напряженные уголки губ. Ее глаза не смеются, они холодные и колючие. «Кстати», — продолжает она, не давая мне вставить слово, «видела твои фотки с корпоратива. Платье, конечно, шикарное, но, дорогая, зачем ты открыла руки? У тебя же там, ну, не совсем тонус. Надо было рукав 3/4 брать. Я бы тебе подсказала, если бы ты спросила. Но ты же теперь сама стилист. Я чувствую, как сжимается желудок. Я любила это платье. Я чувствовала себя в нем богиней. Теперь, вспоминая его, я буду думать о своих неидеальных руках. Она пометила территорию. Она плюнула в мой суп. «Лен», мой голос звучит тише обычного. «А ты не можешь просто порадоваться? Без «но». Она замирает с чашкой у рта. Взгляд становится жестким. «В смысле? Я и радуюсь. Ты чего такая обидчивая стала? Слова не скажи. У тебя ПМС или звездная болезнь? Я вообще-то единственный человек, который тебе в лицо правду говорит. Остальные тебе в рот заглядывают, потому что ты теперь начальница. А я тебя знала, когда ты еще сопли на кулак мотала». «Именно», — говорю я. «Ты знаешь меня 20 лет». «Вот именно», — перебивает она. «Поэтому я имею право говорить тебе то, что думаю. Дружба — это не когда тебе попу лижут, Аня. Дружба — это когда тебе говорят, что у тебя тушь потекла, или что ты ведешь себя как идиотка». Она откидывается назад, скрестив руки на груди. Поза победителя. Она уверена, что сейчас я начну оправдываться, извиняться, говорить: «Да, ты права, я просто устала». Она ждет, что я снова стану маленькой, удобной Аней, которую можно лепить как пластилин. Но внутри меня что-то щелкнуло. Как будто перегорел предохранитель, который годами отвечал за терпение. Я смотрю на нее и вижу не подругу. Я вижу вампира. Энергетического паразита, который питается моими неуверенностями, чтобы раздуть свое эго. Я вспоминаю, как чувствовала себя после наших последних встреч. Головная боль. Усталость, будто я разгружала вагоны. Желание прийти домой, смыть с себя этот липкий слой заботы под горячим душем и лечь спать, свернувшись калачиком. Я приходила к ней наполненная новостями и радостью, а уходила пустая, с ощущением, что я какая-то не такая, недостаточно хорошая, недостаточно умная, недостаточно красивая. И самое страшное, я верила ей. Я верила, что она желает мне добра. «Ты слушаешь меня вообще?» Голос Лены вырывает меня из мыслей. «Я говорю, мы на майские собираемся на дачу к Пашке. Ты поедешь? Или ты теперь с нами, простыми смертными, картошку печь не будешь?» В ее голосе вызов. Она заранее обвиняет меня в высокомерии. Если я откажусь, я зазналась. Если соглашусь, мне придется терпеть ее подколки про барыню все выходные. Цук-цванг. Я смотрю на кружку с кофе. На пенке нарисовано сердечко, которое уже расплылось и потеряло форму. Так же, как и наша дружба. «Я не знаю насчет майских», — уклончиво отвечаю я. «Ой, все понятно», — она машет рукой. «График, встречи, важные дела. Можешь не продолжать. Я так и сказала ребятам. Аньку не ждите. Она теперь птица высокого полета. Ей не до нас». «Зачем ты так сказала?» — спрашиваю я. «А что, неправда?» — она щурит глаза. «Посмотри на себя. Ты сидишь тут вся такая напряженная. Пальто — это за 3 твоих прошлых зарплаты. Лицо сложное. Ты изменилась, Ань. И не в лучшую сторону. Ты стала черствой, карьеристка». Она говорит это с таким наслаждением, будто смакует каждое слово. Она не пытается понять меня. Она пытается вернуть меня в стойло, в то состояние, где я была несчастной, бедной и нуждалась в ней.
Потому что счастливая я ей не нужна. Счастливая я — это живое доказательство того, что она стоит на месте. Мне становится горько. Горько не от ее слов, а от осознания реальности. Передо мной сидит чужой человек. Человек, который не любит меня. Может быть, когда-то любила, когда мы были детьми, но ту женщину, которой я стала, она не переносит. «Лена», — я поднимаю на нее глаза, «а ты помнишь, когда ты в последний раз просто похвалила меня? Без «хотя», без «но», без сарказма?» Она опешила. «В смысле? Я постоянно тебя хвалю. Вон, про платье сказала, про повышение сказала. Ты просто слышишь только то, что хочешь слышать. У тебя паранойя. Ты сказала: «Наконец-то и тебе повезло, хотя график там рабский». Цитирую я. Это не похвала, Лен, это обесценивание. Ты сказала, что мне повезло, будто я не работала ради этого 3 года без выходных, и сразу добавила негатив про график, чтобы я не слишком радовалась. Лена краснеет. Пятна гнева проступают на ее шее. Ну ты и язва. Я за нее переживаю, чтобы она не сгорела на работе, а она мне претензии выставляет. Вот она благодарность. 20 лет дружбы коту под хвост. Не коту под хвост, тихо говорю я. Просто я не успеваю договорить. К нашему столику подходят 2 парней, знакомые Лены, судя по всему. «О, Ленок, какими судьбами?» Один из них, высокий, в кожаной куртке, бесцеремонно кладет руку ей на плечо. Лена мгновенно преображается. Из агрессора она превращается в кокетку. «Приветики! Да вот, сидим с подругой детства. Воспитываю ее немного, а то она у нас теперь большая начальница, забывает корни». Она хихикает и кивает в мою сторону. «Знакомьтесь, это Аня. Серьезная женщина. К ней без предварительной записи не подходи». Парни смотрят на меня с ухмылкой. «Да ладно, начальница? А на вид такая скромная», — говорит второй. «В тихом омуте, мальчики, в тихом омуте», — подмигивает Лена. «Вы аккуратнее с ней, она зубастая стала. Раньше была душка, а теперь палец в рот не клади. Она делает из меня пугало. Она публично, при посторонних мужчинах, создает мне образ высокомерной стервы, одновременно принижая меня. Это ее сцена, ее шоу, а я в нем реквизит». И вот здесь, в этот момент, под этот фальшивый смех и запах остывшего кофе, меня накрывает ледяное спокойствие. То самое горькое прозрение. Я вдруг вижу все кристально ясно. Это не закончится. Никогда. Если я сейчас промолчу, если снова улыбнусь и переведу все в шутку, я предам себя. Я снова разрешу ей вытирать об меня ноги. Я смотрю на Лену, которая смеется над собственной шуткой, заглядывая в глаза парням в поиске одобрения. Мне ее жаль. И мне жаль нас. Той дружбы больше нет. Есть только привычка и страх обидеть. Но страх исчез. Осталась только усталость. Чаша терпения не просто переполнилась, она разбилась. Лена продолжает представление. Она в своей стихии. 2 парней, зрители, стоят над нами, ухмыляясь. Лена чувствует их внимание и расцветает, как хищный цветок, почуявший муху. Ей нужно закрепить успех. Ей нужно показать им, и главное себе, что начальница Аня на самом деле все та же нелепая девчонка, которой требуется поводырь. А помните, я вам рассказывала, как она на выпускном нажралась? Лена смеется, толкая меня локтем, словно приглашая разделить веселье. Но когда она решила, что умеет танцевать тектоник, и свалилась со сцены прямо в торт директрисы. «Анька, расскажи им, это была умора. Ты тогда вся в креме была, рыдала, тушь по лицу, сопли пузырями». Парни гогочут. Один из них, тот, что в кожанке, смотрит на меня уже без уважения, а с какой-то сальной жалостью. «Да ладно, серьезно? В торт?» — переспрашивает он. «Ну ты даешь, мать. А с виду такая леди». Я сижу прямо. Я помню тот вечер. Мне было 17 лет. У меня порвалась бретелька на платье.
Я выпила 2 бокала шампанского на голодный желудок, потому что нервничала и действительно оступилась. Но я не падала в торт. Я просто подвернула ногу. В торт упал поднос, который уронил официант, пытаясь меня поддержать. Но в версии Лены я главный клоун. В ее версии я всегда клоун, растяпа, неудачница, которую нужно спасать или над которой нужно снисходительно смеяться. Раньше я бы начала оправдываться. Да нет, все было не так, Лена преувеличивает. Я бы краснела, смеялась вместе с ними, чтобы не показаться душной. Я бы предала себя 17-летнюю, лишь бы сгладить угол сейчас. Но сейчас я чувствую странную тишину внутри, будто я нахожусь в звуконепроницаемой капсуле. Звуки кафе, звон посуды, гул кофемашины, гогот парней, визгливый смех Лены — все это доносится словно сквозь вату. Я смотрю на Лену, вижу, как блестят ее глаза. Она торжествует. Она опустила меня до понятного ей уровня. Она снова главная. Красивая, остроумная Лена и ее нелепая подружка. И вдруг меня накрывает тошнота. Не физическая, а моральная. Мне противно. Противно быть частью этого дешевого спектакля. Противно, что моя жизнь, мои достижения, мои чувства — это просто топливо для ее самооценки. Ловушка памяти захлопывается. Я больше не вижу ту девочку, которая делилась со мной котлетой. Я вижу взрослую, озлобленную женщину, которая не может простить мне то, что я посмела стать счастливой. Я медленно встаю. Лена осекается на полуслове. Смех застревает у нее в горле. Она видит мое лицо, и, кажется, впервые за вечер ей становится не по себе. Мое лицо не обиженное, оно абсолютно спокойное, пугающе спокойное. «Эй, ты чего?» — спрашивает она, и в ее голосе проскальзывают нотки неуверенности. «Обиделась, что ли? Ну, Ань, ну ты чего? Мы же шутим. У тебя реально проблемы с чувством юмора стали. Надо лечиться». Парни тоже замолкают, чувствуя, что атмосфера изменилась. Они переглядываются, не понимая, что происходит. Я беру свое пальто со спинки стула. Надеваю его медленно, застегиваю каждую пуговицу. Мои руки не дрожат. Я чувствую, как дорогая шерсть касается шеи, и это прикосновение возвращает меня в реальность. Я — это я. Я — Анна, профессионал, красивая женщина, хороший человек. И мне здесь не место. Я не обиделась, Лена. Мой голос звучит ровно, но достаточно громко, чтобы перекрыть фоновую музыку. Я просто все поняла. Что ты поняла? Она нервно хихикает. Что ты зануда? Садись давай, не позорь меня перед ребятами. Устроила тут сцену на ровном месте. Я беру свою сумку и смотрю ей прямо в глаза. В те самые глаза, которые я знала 20 лет. Сейчас в них страх. Она понимает. Где-то глубоко внутри она понимает, что перегнула палку, но гордыня не дает ей остановиться. «Я поняла, что нам больше не по пути», — говорю я. «Знаешь, я долго думала, почему после встреч с тобой я чувствую себя так, будто меня избили. Почему мне хочется извиняться за то, что я купила квартиру или получила повышение? Я думала, что со мной что-то не так, что я зазналась». «Так и есть!» — выкрикивает она, переходя в атаку. «Лучшая защита — нападение». «Ты поймала звезду, Аня. Тебе никто, кроме меня, этого не скажет». «Нет, Лена», — я качаю головой. «Дело не в звезде. Дело в том, что дружба — это когда радуются твоим победам, искренне, а не утешают тебя в поражениях, чтобы почувствовать свое превосходство. Ты любишь меня только тогда, когда мне плохо, когда я слабая, бедная или одинокая. Тогда ты чувствуешь себя на коне. А когда мне хорошо, ты пытаешься меня уничтожить. Под видом шуток, под видом заботы. Вокруг нас образуется вакуум тишины. Соседние столики притихли. Парни неловко переминаются с ноги на ногу, явно желая исчезнуть. «Ты бредишь»,
шипит Лена. Ее лицо идет красными пятнами. «Я для тебя все делала. Я тебя, дуру, из депрессии вытаскивала. Вот она твоя благодарность. Бросаешь друзей ради новой жизни?» «Я не бросаю друзей», — твердо отвечаю я. «Я ухожу от человека, который меня не уважает. Ты обесцениваешь все, что мне дорого. Мою работу, мою внешность, моего мужчину. Ты называешь это правдой, но это просто зависть, Лена. Обычная черная зависть. Слово «зависть» виснет в воздухе, как пощечина. Лена открывает рот, чтобы что-то выкрикнуть, наверняка что-то ядовитое, больное, про мои толстые бедра или скучную жизнь, но я не даю ей шанса. Я достаю из кошелька купюру. 500 рублей. Этого с лихвой хватит за мой нетронутый кофе. Кладу ее на стол. Не швыряю, а аккуратно кладу под край блюдца. «Спасибо за кофе», — говорю я. «И спасибо за эти 20 лет. Там было много хорошего. Я это не забуду. Но на этом все. Если ты сейчас уйдешь, голос Лены дрожит от ярости, можешь не возвращаться. Я за тобой бегать не буду. Приползешь еще, когда твой айтишник тебя кинет. Но меня уже рядом не будет. Я знаю, киваю я. В этом и смысл. Я разворачиваюсь и иду к выходу. Спиной я чувствую ее взгляд. Он жжет. Я слышу, как она начинает что-то громко говорить парням, пытаясь сохранить лицо. «Ой, да пусть валит, истеричка психованная. Я же говорила, у нее с головой беда в последнее время». Но ее голос звучит все тише и тише. Он становится фоновым шумом, как жужжание назойливой мухи, от которой я наконец-то отмахнулась. Я толкаю тяжелую дверь и выхожу на улицу. Вечерний город встречает меня прохладой и огнями. Я делаю вдох, глубокий, до самых ребер, и выдыхаю. Это удивительное чувство. Я ожидала боли. Я ожидала, что меня накроет истерика, что я расплачусь прямо здесь, на ступеньках кофейни. Ведь я только что отрезала огромную часть своей жизни. Человека, который был свидетелем моего взросления. Но слез нет. Вместо них звенящая пустота. Но не та пустота, которая пугает, а та, что бывает в комнате после того, как из нее вынесли старый, пыльный, громоздкий шкаф, который занимал полкомнаты и мешал пройти к окну. Вдруг стало много места. Мой телефон в кармане начинает вибрировать. 1 раз, 2, 3. Я достаю его. На экране фото Лены. Мы там смеемся. Нам по 20 лет. Мы на море. Под фото имя — Ленусик. Я смотрю на звонок. Палец зависает над красной кнопкой. В голове мелькает мысль. Может ответить? Может, она хочет извиниться? Но тут же всплывает другая мысль. Нет, она хочет добить. Она хочет сказать последнее слово. Она хочет обвинить меня, чтобы не чувствовать себя виноватой. Я нажимаю кнопку блокировки сбоку телефона, отключая звук и убираю его в сумку. Я иду по Моросейке. Мои каблуки цокают по асфальту. Цок, цок, цок. Ритм моей новой жизни. Я вижу свое отражение в витринах магазинов. Девушка в бежевом пальто. Она не выглядит как моль. Она выглядит как человек, который только что сбросил с плеч мешок с камнями весом в 50 килограммов. Я вспоминаю ее слова. «Ты приходишь домой не наполненной, а опустошенной. Сегодня я приду домой другой». Мимо проходят люди, пары, компании. Кто-то смеется. Я ловлю себя на мысли, что мне не одиноко. Впервые за долгое время я наедине с собой, и мне с собой интересно. Мне не нужно оправдываться за свой успех. Мне не нужно прятать радость, чтобы не обидеть кого-то. Мне не нужно сжиматься. Я останавливаюсь на пешеходном переходе. Горит красный. Рядом стоит девушка с букетом цветов. Она улыбается, глядя в телефон. Я невольно улыбаюсь ей в ответ. Внутри поднимается волна странного чувства. Это не радость, нет.
Это облегчение. Чистое, прохладное, как этот октябрьский воздух. Я чувствую себя так, словно вышла из душной, прокуренной комнаты на свежий ветер. Мораль, которую я так долго не могла сформулировать, теперь стоит перед глазами четким текстом. Люди меняются, и не всех нужно тащить в свое будущее. Иногда оставить человека в прошлом — это самый большой акт любви к себе, и, возможно, к нему тоже. Загорается зеленый. Я уверенно шагаю вперед. Я не знаю, что будет дальше. Будет ли мне грустно завтра? Наверняка. Захочу ли я позвонить ей через месяц, когда увижу наш любимый фильм? Возможно. Но я знаю одно. Я больше никогда не позволю кому-то называть унижение заботой. Я выбираю себя. Я захожу в метро. Гул поездов, запах криозота и спешащая толпа. Жизнь продолжается. Моя жизнь. И теперь она принадлежит только мне. Я вхожу в свою квартиру. Щелчок замка звучит громче обычного в вечерней тишине. Я не включаю свет в прихожей. Просто сползаю по стене на пол, не снимая пальто. Адреналин, который держал меня прямой и невозмутимой в кофейне, схлынул. На его место пришла дрожь. Меня трясет. Руки ледяные, а щеки горят. Я сижу на полу в темноте и слушаю, как гудит холодильник на кухне. Это моя квартира. Та самая, которую Лена назвала шумной и грязной. Сейчас здесь тихо и чисто. Но эта чистота пугает. Мой телефон, который я бросила на дно сумки, снова начинает вибрировать. Жужжание глухое, злое. Оно пробивается сквозь кожу сумки, требуя внимания. Я знаю, кто это. Я достаю аппарат. Экран светится в темноте, режет глаза. 10 пропущенных вызовов. 12 сообщений в Telegram. И одно голосовое на 3 минуты. Я не хочу это читать. Но я знаю, что должна. Это как сковырнуть болячку. Больно, течет кровь, но ты не можешь остановиться. Я открываю переписку. Ты серьезно ушла? Ты вообще нормальная? Аня, вернись, не позорься, люди смотрят. Ну и катись. Я всегда знала, что ты эгоистка. Как только деньги появились, сразу корону надела. Возьми трубку. Я маме твоей позвоню, скажу, что у тебя нервный срыв. Ты мне должна за кофе, кстати. Мелочная ты душонка. И последнее, пришедшее минуту назад. Знаешь, я даже рада. Мне надоело тянуть тебя все эти годы. Удачи в твоем одиночестве, звезда. Я читаю эти строки, и каждое слово как маленький укол иглой. Эгоистка, мелочная, тянула тебя. Ловушка памяти снова пытается захлопнуться. Я вспоминаю, как мы сидели на кухне у ее мамы, когда нам было по 16, и мечтали о будущем. Мы клялись, что будем подружками невесты друг у друга, что наши дети будут дружить. Неужели этот человек, который пишет мне эти ядовитые гадости, та самая Лена? Я нажимаю на кнопку прослушивания голосового сообщения. Я должна услышать ее интонацию, чтобы окончательно убедиться. «Слушай меня сюда». Ее голос срывается на визг. На фоне играет музыка из той самой кофейни. «Ты думаешь, ты крутая стала? Да ты без меня ноль. Кто тебя поддерживал, когда ты работу искала полгода? Кто тебе резюме правил? Я. А теперь ты мне претензии кидаешь? Обесценивание. Слова-то какие выучила умные. Ты просто слабая, Аня. Ты не вывозишь критику. Тебе нужны лизоблюды, а не друзья. Ну и вали к своим айтишникам. Пусть они тебе врут, какая ты распрекрасная. Только когда они тебя кинут, ко мне не приползай. Я тебя предупреждала. Я выключаю на середине. Мне не больно. Мне скучно. Вдруг приходит это странное осознание. Ее претензии однообразны. Ее манипуляции примитивны. Это не гнев оскорбленной праведницы. Это истерика ребенка, у которого забрали любимую игрушку. Игрушкой была я.
удобная, мягкая, всегда готовая слушать и терпеть. Она упомянула, что правила мне резюме. Я горько усмехаюсь в темноте. Да, она помогла мне исправить пару запятых 3 года назад. Но с тех пор она припоминала мне эту услугу 100 раз. Каждый мой успех она присваивала себе. Если бы не я тогда с резюме, сидела бы ты сейчас на кассе. Яд в сахаре. Вся наша дружба была пропитана этим ядом. Я просто выработала к нему иммунитет, принимая его за норму. Но теперь, когда я глотнула чистого воздуха, меня тошнит от одной мысли об этом. Я смотрю на кнопку «Заблокировать». Палец зависает. Это кажется таким окончательным. Цифровая смерть. Если я нажму сейчас, я сотру ее из своей жизни. Больше не будет смешных мемов в 2 часа ночи. Не будет общих чатов. Не будет лайков. «У тебя совсем нет чувства юмора», — звучит у меня в голове ее голос. «С твоими бедрами лучше носить темное. Ты для него слишком простая». Я нажимаю «Заблокировать». Затем «Удалить чат». «Подтвердить?» Да. Экран мигает, и переписка длиной в 5 лет исчезает. Просто белый фон. Пустота. Я откладываю телефон и, наконец-то, снимаю пальто. Вешаю его на плечики в шкаф. Аккуратно расправляю рукава. Это хорошее пальто, и я в нем выгляжу отлично. И мне не нужно чье-то разрешение, чтобы так считать. Я иду в ванную, включаю воду, смотрю на себя в зеркало. Тушь немного осыпалась, глаза уставшие, но в них нет паники. В них есть грустное спокойствие, то самое горькое прозрение. Я смываю косметику, смываю этот вечер, смываю взгляды тех парней, ехидный смех Лены, ее слова. Когда я выхожу из ванной, в квартире тихо, но теперь эта тишина не пугает, она обволакивает. Это тишина безопасности. Здесь меня никто не уколет, никто не скажет комплимент, от которого захочется плакать. Телефон снова оживает. Я вздрагиваю, но тут же расслабляюсь. Это не может быть Лена. Она в черном списке. На экране сообщение от Андрея, того самого айтишника. «Привет. Ты вроде встречалась с подругой сегодня. Как все прошло? Я взял вина и сыра. Буду через 20 минут, если ты не против. Или можем просто помолчать и посмотреть сериал». Я перечитываю сообщение 2 раза. В нем нет претензии. Почему не пишешь? В нем нет оценки. Надеюсь, ты не ныла там. В нем нет условий. Приеду, если будешь в хорошем настроении. В нем просто предложение. Выбор. Забота. Настоящее, не в кавычках. Я пишу ответ. Все закончилось. Я ушла. Приезжай, я буду рада. Я иду на кухню и ставлю чайник. Просто механическое действие, чтобы занять руки. В голове начинают всплывать картинки. Не сегодняшнего вечера, а более старые. Мозг начинает пересобирать архив, подсвечивая моменты, которые я раньше игнорировала. Вот мой выпускной из университета. Я получила красный диплом. Я была счастлива. Лена тогда сказала: «Красный диплом — это хорошо, конечно, но сейчас всем нужен опыт, а не корочка. Так что не обольщайся, будешь кофе носить, как и все». Я тогда сникла. Радость улетучилась за секунду. Я подумала: она права, она реалистка, она меня готовит к жизни. Сейчас я понимаю, она просто не могла вынести, что в тот день внимание было на мне. Вот я купила первую машину. Подержанный Форд, но мой. Лена села на пассажирское сиденье и скривилась. «Фу, тут пахнет старым дедом, и подвеска стучит. Тебя развели, Анька. Ну ничего, научишься на ошибках». Она превратила мою победу в мою ошибку. Я понимаю, что этот шаблон повторялся годами. Я была батарейкой для ее эго. Я была фоном, на котором она сияла. И как только фон начал становиться ярче самой картины, она попыталась его закрасить черной краской.
Я наливаю кипяток в кружку. Пар поднимается вверх. Мне грустно? Да, безумно грустно. Я потеряла свидетеля своей жизни. Человека, который знал контекст любой моей истории без объяснений. Теперь мне придется объяснять новым людям, почему я боюсь собак, или почему я люблю именно этот сорт чая. Но эта грусть светлая. Это как грусть при переезде из тесной, но родной коммуналки в свой просторный дом. Ты скучаешь по скрипу половиц и знакомому виду из окна. Но ты знаешь, что там тебе было тесно. Ты выросла из этих стен. Звонок в домофон. Это Андрей. Я иду открывать дверь. И по дороге ловлю свое отражение в зеркале прихожей. Я без макияжа, в домашней футболке, с пучком на голове. «Ты выглядишь как серая мышь», — сказал бы голос Лены в моей голове. «Я выгляжу как счастливая женщина, которая наконец-то дома», — говорю я вслух, перебивая этот голос. Я открываю дверь. Андрей стоит с пакетом продуктов и бутылкой вина. Он смотрит на меня внимательно, сканирует мое состояние. «Ты как?» — просто спрашивает он. Без подколов, без драмы. Я задумываюсь на секунду. Я чувствую себя так, будто сняла тесные туфли, в которых проходила весь день. Он улыбается, заходит внутрь и обнимает меня. От его куртки пахнет улицей и холодом, но его объятия теплые. «Значит, все правильно сделала», — говорит он. И в этот момент я понимаю главное. Дружба — это не срок давности. Это не «мы вместе с горшка». Дружба — это обмен. Это когда после встречи ты чувствуешь прилив сил, а не желание лечь лицом в подушку. Если общение требует от тебя постоянно быть в броне, постоянно фильтровать слова, постоянно ждать удара, это не дружба. Это война. А я устала воевать. Я складываю оружие. Мы проходим на кухню. Я достаю бокалы. Мы говорим о его работе, о новом сериале, о планах на выходные. Мы не говорим о Лене. Я не хочу тратить на нее ни минуты этого вечера. Она забрала у меня слишком много вечеров. Но перед тем, как убрать телефон, я вижу, что пришло уведомление. Не от Лены, от общей знакомой, Маши, с которой мы редко общаемся. «Аня, привет! Лена только что выложила сторис, где поливает тебя грязью. Пишет, что ты предательница и зазвездилась. Ты видела?» Я смотрю на это сообщение. Раньше я бы бросилась смотреть. Я бы плакала. Я бы писала опровержение. Я бы звонила Маше и оправдывалась. Это неправда. Я бы позволила Лене втянуть меня в этот публичный скандал. Но сейчас... «Что там?» — спрашивает Андрей, замечая мою заминку. «Ничего». Я переворачиваю телефон экраном вниз. «Спам». «Понял», — кивает он и наливает вино. Я не буду смотреть эти сторис. Я не буду отвечать Маше. Я не буду кормить этого демона своим вниманием. Пусть Лена кричит в пустоту. Пусть рассказывает свою версию истории, где она святая мученица, а я злодейка. Если люди поверят ей, не спросив меня, значит, это не мои люди. Я делаю глоток вина. Оно терпкое и вкусное. Воздух в квартире чистый. Я свободна. Но история еще не закончена. Осталось последнее действие, эмоциональное послевкусие и тот самый урок, который я вынесу в новую главу своей жизни. Прошло 2 месяца. За окном падает первый снег. Он ложится на серый асфальт, укрывая грязь и слякоть белым, чистым полотном. Я сижу в кресле с книгой, но не читаю. Я смотрю в окно и слушаю тишину. За эти 60 дней я узнала о себе больше, чем за последние 5 лет. Первые 2 недели были самыми странными. Это называют фантомными болями. Рука по привычке тянулась к телефону, когда происходило что-то смешное или грустное. Например, когда я увидела в метро парня в нелепой шапке, первой мыслью было «надо сфоткать и скинуть Ленке»,
она поржет. А потом мозг давал сигнал «стоп», скидывать некому. И тут же приходила вторая мысль. А действительно ли это так смешно? Или я просто привыкла искать повод для насмешки, потому что это был наш единственный язык любви? Я поняла, что наша дружба строилась на осуждении других. Мы были союзниками против мира. Мы сидели в окопе и поливали грязью всех, кто проходил мимо. Слишком успешных, слишком глупых, слишком счастливых. Это давало нам чувство превосходства. Но теперь, выйдя из окопа, я поняла. Мир не воюет со мной. Без Лены моя жизнь стала тише. Исчезли эмоциональные качели. Раньше мой телефон был полем боя. Я вздрагивала от уведомлений, ожидая либо требования внимания, либо пассивной агрессии. Теперь мой телефон — это просто инструмент. Никто не пишет мне в 10 вечера «Ты спишь? А у меня трагедия, слушай». Никто не комментирует мои новые фото словами «Ну, фотошоп творит чудеса, конечно». Я вдруг заметила, что у меня выпрямилась спина. В буквальном смысле. Массажист, к которому я хожу раз в полгода, удивился. «Аня, у вас зажимы в плечах прошли. Вы что, работу сменили?» Я улыбнулась в кушетку. Нет, я не сменила работу. Я уволила главного критика своей жизни. Конечно, было нелегко. Общие знакомые пытались играть в миротворцев или в шпионов. Неделю назад я встретила Машу, ту самую, которая писала мне про сторис Лены. Мы столкнулись в торговом центре. Маша сделала скорбное лицо, будто у меня кто-то умер. «Аня, привет», — сказала она заговорщицким шепотом. «Как ты? Держишься?» «В смысле?» — не поняла я. «У меня все отлично». «Ну, после всего этого...» Она неопределенно помахала рукой. «Ленка, конечно, лютует. Она всем рассказывает, что ты ее предала, что ты зажралась и променяла старую дружбу на деньги. Она даже пост написала про токсичных людей, явно про тебя». Я почувствовала легкий укол, где-то в районе солнечного сплетения. Старая привычка быть хорошей девочкой закричала. Надо оправдаться. Надо объяснить всем, что это не так. Но я посмотрела на Машу. В ее глазах я увидела не сочувствие, а жадное любопытство. Ей не было дела до моей боли. Ей нужна была драма. Ей нужны были подробности, чтобы передать их Лене и посмотреть на реакцию. Это был тот же самый замкнутый круг сплетен и грязи. «Пусть пишет», — спокойно ответила я. «Если ей от этого легче, я рада за нее». У Маши вытянулось лицо. «И тебе все равно? Ты не хочешь ответить? Она же твою репутацию портит». «Маша». Я улыбнулась, и это была, пожалуй, самая искренняя улыбка за тот день. Люди, которые верят сплетням, не зная меня, это не мои люди. А те, кто меня знает, в это не поверят. Репутация — это то, что я делаю, а не то, что обо мне говорят обиженные люди. Я попрощалась и ушла. И в этот момент я почувствовала ту самую гигиену души. Я не впустила в себя эту грязь. Я не взяла этот мусорный пакет, который мне пытались вручить. Вечером того же дня я разбирала старые вещи. Нашла коробку с нашими общими фотографиями. Школьный выпускной. Мы в обнимку, смешные, с лентами через плечо. Первый курс. Мы едим мороженое на скамейке. Поездка в Питер. Мы мокрые под дождем, но счастливые. Я смотрела на эти фото и не чувствовала злости, только светлую печаль. Я благодарна той Лене из прошлого. Она действительно была рядом, когда мне было плохо. Она учила меня краситься. Она защищала меня от хулиганов в школе. Но я поняла одну важную вещь, которая стала моим главным инсайтом. Люди меняются с разной скоростью. Я выросла. Я захотела большего. Я захотела быть здоровой, успешной и доброй. А Лена осталась там, в наших 16 годах, где круто быть циничной, где любовь — это страдание, а дружба — это слияние двух несчастий. Мы просто стали жителями разных планет.
Пытаться сохранить эту дружбу было бы так же глупо, как пытаться надеть детские сандалии на взрослую ногу. Можно, конечно, поджать пальцы и терпеть боль. Но зачем? Далеко ты так не уйдешь. Я не выкинула фотографии. Я убрала коробку на самую верхнюю полку шкафа. Это моя история. Я не буду ее стирать, но я не буду жить в ней. Теперь, когда я встречаюсь с новыми людьми, я очень внимательно слушаю свои ощущения. Есть люди, после общения с которыми ты чувствуешь себя заряженной батарейкой. Тебе хочется творить, работать, любить. А есть люди-заземлители. Рядом с ними тебе хочется оправдываться за то, что ты существуешь. Они шутят так, что остается синяк. Они заботятся так, что ты чувствуешь себя инвалидом. Теперь я знаю разницу. И у меня появилась суперспособность. Я умею говорить «нет». Я умею вставать и уходить, если мне некомфортно. Без скандалов, без объяснений. Просто выбирая себя. Сегодня вечером мы с Андреем идем в театр. Я надену то самое бежевое пальто. И я знаю, что оно мне идет. Не потому, что так сказал Андрей, хотя он говорит это постоянно, а потому, что я так чувствую. Я подхожу к зеркалу. Из отражения на меня смотрит 25-летняя девушка. У нее спокойный взгляд, у нее расправленные плечи. Вокруг нее много чистого воздуха. Ей немного одиноко без привычного шума прошлого, но в этой тишине она наконец-то слышит свой собственный голос. И этот голос говорит: «Ты все сделала правильно». Если у вас есть подруга или друг, после встречи с которыми вы пьете обезболивающее, если вы боитесь поделиться хорошей новостью, потому что знаете, что в ответ получите ушат ледяной воды с привкусом зависти, если вы слышите фразы «Ой, да кто тебе правду скажет, кроме меня? Ты без меня пропадешь. Спустись с небес на землю». Знайте, это не дружба. Это обслуживание чужих комплексов за ваш счет. Выбирать себя — это не эгоизм. Это база. Это фундамент. Нельзя построить счастливую жизнь, если в твоем фундаменте сидит человек с отбойным молотком и рушит все, что ты строишь. Научитесь отличать тех, кто держит вас за руку, чтобы помочь идти, от тех, кто держит вас за руку, чтобы вы не ушли слишком далеко вперед. Отпустите их. Будет больно, будет страшно, будет пусто. Но потом вы сделаете вдох и поймете, что впервые за много лет вы дышите своим собственным воздухом. И поверьте мне, этот воздух самый сладкий на свете.